Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон спорят о контроле над миллиардами евро и будущем Европы. Франция хочет общий бюджет и централизованное управление. Германия упирается и боится новых долгов. Этот спор замедляет запуск важных проектов по обороне и промышленности. Урсула фон дер Ляйен пытается сдержать кризис, но пока безуспешно. И это еще не все. Сегодня в Германии многие удивляются, когда видят свои будущие пенсии. Те, кто никогда официально не работал, получат мизер. Пенсионная система Германии учитывает только официальные взносы. Десятилетиями работы дают 1200-1400 евро, а отсутствие стажа снижает выплаты до минимума. И напоследок, никто не задумывался, что во время газового кризиса расходы обычных людей резко выросли, а трейдеры, банки и посредники зарабатывают крупные суммы. Заводы переплачивают, немецкие семьи платят за энергию больше реальной стоимости, а прибыль уходит в карманы посредников инфраструктуры СПГ, сжиженного природного газа. Здравствуйте, я по всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сейчас между Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном идет борьба за то, как будет выглядеть Европа в ближайшие годы. И спор упирается в миллиарды евро и контроль над ними. Макрон требует расширения общеевропейских финансовых инструментов, больше общих программ, больше централизованных решений, больше денег через Брюссель. Его аргумент простой. Соединенные Штаты Америки после 2020 года влили сотни миллиардов в промышленности и технологий. Китай делает то же самое. Если Европа не ответит сопоставимыми масштабами, она проиграет конкуренцию. Фридрих Мерц же отвечает иначе. Германия уже крупнейший донор бюджета ЕС. После энергетического кризиса и спада промышленности Берлин осторожен. То есть сегодня немецкая позиция – это не создавать новые общие долги, пока непонятно, кто и как будет их обслуживать. В Германии помнят долговой кризис 2010-2012 годов, когда спасение Греции и других стран сопровождалось жесткими спорами о том, кто же будет платить. История показывает, что именно разногласия между Берлином и Парижем тормозили Европу. Во время кризиса евро Германия требовала строгой бюджетной дисциплины, Франция выступала за большей гибкости. Помните, тогда компромисс нашли через создание разных стабилизационных механизмов. Сейчас ситуация похожая, только суммы больше, а давление сильнее. В центре этой борьбы сегодня находится и Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия продвигает новые масштабные программы по обороне и промышленной политике. Как, например, сегодня Париж настаивает на усилении именно европейского военного производства и автономии от Соединенных Штатов Америки. Германия действует осторожнее, так как ее экономика сильно завязана на экспорт и трансатлантические связи именно с Соединенными Штатами Америки. Резкое дистанцирование от Вашингтона может ударить по промышленности Германии. Конкретные последствия уже ощущают компании. Французские, например, оборонные концерны активно продвигают общие европейские проекты и хотят наращивания производства, а немецкие производители требуют гарантий финансирования и четких правил именно распределения заказов, если они будут внутри Европейского Союза. Именно поэтому без согласия двух стран крупные контракты сейчас зависают. Внутри Европейского Союза уже все понимают, если Берлин и Париж сегодня не договорятся, новые инициативы будут буксовать. Кстати, напомню, что так было и раньше, например, при создании единой валюты, при долговом кризисе, при запуске общих фондов после пандемии. Когда две крупнейшие экономики расходятся, вся система начинает ползти как черепаха. Поэтому сегодня от исхода этого спора будет зависеть, насколько быстро Европейский Союз сможет финансировать свои оборонные, промышленные и технологические проекты в ближайшие годы. Но, как я сказал, договоренности пока нет. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии живет множество людей, которые удивляются, когда узнают, что государственная пенсия может оказаться очень-очень маленькой или почти нулевой, если они никогда официально не работали. Напомню, что сегодня пенсия в Германии не оснащает всем, кто дожил до 67 лет. Она зависит от того, какие взносы человек делал в пенсионную систему в течение жизни. Каждый работник в Германии получает пенсионные баллы за годы официальной работы и уплаты взносов. Если человек работал официально и много лет, у него этих баллов, соответственно, много, и пенсия после 67 лет получается высокой. Если же человек официально не работал, тогда баллов нет, а пенсия окажется очень низкой. Приведу сразу жизненную историю. 38-летняя Катя из Ганновера работала фрилансером и на сезонных подработках, но официальные взносы в пенсионную систему не делала. Сегодня в ее пенсионной записи почти никаких баллов. Когда ее возраст дойдет до официальной пенсии, расчет покажет, что ее государственная пенсия будет примерно минимальной социальной выплаты. Это около 550-600 евро в месяц. И то не как пенсия, а как госпомощь тем, у кого нет права на настоящую пенсию.
Что же сейчас происходит в системе? В Германии обязательно пенсионные взносы платит сам работник и работодатель. Эти взносы превращаются, как я сказал, в пенсионные баллы. Если у человека меньше 5 лет официальных взносов, тогда государственная пенсия вообще не начисляется. И многие об этом не знают, пока не видят реальные расчеты. Есть специальные исключения. Года ухода за детьми или тяжелобольными родственниками, года обучения после 17 лет. Все это может быть засчитано как стаж, но правила строгие и далеко не все периоды учитываются. Я вам хочу сказать, что некоторые люди даже платят добровольные взносы, чтобы, скажем так, дозачесть годы, когда они работали неофициально, но сумма таких взносов может быть достаточно внушительна, часто даже десятки тысяч евро, и для многих это неподъемно. Сегодня система устроена так, что государство стимулирует официальную работу в Германии, поэтому те, кто работает официально десятилетиями, имеют эти пенсионные баллы и получают пенсию в районе 1200-1400 евро в месяц. Те, кто никогда официально не работал, могут оказаться в ситуации, когда их выплаты сравнимы с минимальной социальной помощью, а как вы понимаете, это суммы, которые едва покрывают базовые расходы на жилье и питание. Для оставшихся без пенсии есть и другой инструмент, так называемая базовая помощь пожилым людям. Это не пенсия, а именно социальные выплаты, которые платит государство тем, у кого нет официальной пенсии. Но она обычно ниже той суммы, на которую рассчитывают люди, которые работали официально, и она не делает старость финансово комфортной. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Европе во время газового кризиса расходы жителей Европы резко выросли. Счета за энергоресурсы выросли в разы, заводы сокращали производство, дома платили за отопление намного больше. При этом на резких колебаниях цен некоторые компании получили заметную прибыль. Начну с тех, кто торгует газом как товаром. Вы должны знать, что сегодня в Европе есть крупные энергетические трейдеры. Это компании, которые покупают газ по одной цене и продают, соответственно, по другой. Во время кризиса цены, вы знаете, так быстро менялись, что трейдеры, которые успевали купить, когда газ был еще дешевым, и продать, когда цены взлетели, фиксировали сверхприбыли и десятки сотен миллионов евро за квартал. Сразу приведу один из таких примеров. Крупный торговый холдинг, базирующийся в Цюрихе, в 2022-2024 годах, он увеличил прибыль на энергетической торговле на более чем 40%, главным образом за счет сделок с природным газом на спотовом рынке. Был момент, когда один контракт за поставку газовых объемов приносил больше дохода, чем весь годовой оборот той же компании в спокойные годы. Следующая категория тех, кто зарабатывает, это, внимание, банки и финансовые посредники. Когда рынок газа стал непредсказуемым, сделки на покупку и продажу сопровождались сложными финансовыми инструментами. Например, фьючерсами, опционами, свопами. Не буду вас сейчас нагружать, как это работает, но скажу просто, что банк, который предоставлял доступ к этим инструментам, берет за это комиссию от каждой операции. Чем более активный был рынок, тем больше комиссий банки получали. В 2023-2025 годах крупные немецкие и швейцарские банки, работающие с сырьевыми рынками, получили сотни миллионов евро комиссии за обслуживание сделок. Третья группа – это посредники между поставщиками и конечными потребителями, то есть те компании, которые находились между газовыми компаниями, которые добывают или импортируют газ, и теми, кто его потребляет, требовали свою маржу. Некоторые промышленные компании отмечали, что цена за газ для завода была значительно выше базовой цены на европейских хабах. Почему? Да потому что по пути добавляются наценки посредников, платятся разнообразные комиссии трейдеров, страховки, логистика. Например, крупный химический завод в Северном Рейне-Вестфалии сообщил, что за 2023 год его расходы на газ выросли, внимание, на 60% по сравнению с 2021 годом. Директор завода отметил, цитата, «Мы видим, сколько платим, но никто в цепочке четко не объясняет, почему при сниженных мировых ценах наша цена остается высокой. Это означает, что часть прибыли уходит не на производство, а именно в карманы тех, кто получает оплату за промежуточные операции». И напоследок скажу еще об одном сегменте, который получил прибыль. Это сети хранения и инфраструктуры СПГ, сжиженного природного газа. Когда поставок не хватало, наличие хранилищ и терминалов давало возможность диктовать свои условия и очень хорошо зарабатывать именно на хранении газа. На этом пока все. Спасибо за просмотр.